Привет, народ! Сегодня хочу рассказать об очень важной штуке. Это не просто игра под метроном, а именно игра с выстукиванием ритма своим телом, в частности ногой, а может быть двумя ногами, то есть как вам удобнее, как вы можете поймать этот ритм. Я пришел к выводу, что не зря Томми Эммануэль об этом говорил, что моя нога – это мой метроном, мой счет. То есть это все. И самое ведь интересное, что он прав. Так почему же это важно, я сейчас вам расскажу. Когда вы играете под метроном, у вас уже заданный конкретный ритм. Это хорошо, он помогает вам выучить вот это чувство ритма, дистанции, это классно. Но когда вы играете сами, вот здесь начинается самое сложное. Потому что мало того, что ритм надо держать, мы пренебрежем, мы же не профессионалы, немножечко пусть он у нас даже пляшет. Суть не в этом. Суть в том, что вы должны подружить руки и, например, ноги так, чтобы время и скорость произношения каждой нотки было вот в том самом ритмическом и, может быть, не знаю, в темпе или в ритмическом рисунке. Как это понять, я вам расскажу сейчас и покажу далее, но немножечко вот самой теории, самой сути. То есть вы ногой, какой вам удобнее. Бывает вот на которой гитара лежит, то есть, например, на правой в моем случае. Бывает левой ногой легче стучать. Бывает двумя стучишь. Здесь не суть, да, в этом деле. Важно то, что каждый ваш удар, пусть он даже будет неровный, но щипок струн должен быть в том же самом временном отрезке. И вот здесь вот, наверное, важно, да, понять самое главное. Не просто попасть в метроном. Та самая скорость нарастания, то есть когда ваш удар ноги как пик в сигнале, например, да, представляем вот пик на осциллографе, не знаю. Так вот, ваша скорость произношения звуков должна попасть в этот самый центр пика, ну или хотя бы рядышком. Потому что вы можете стучать с той же скоростью, но немножко сместившись, и не во всех композициях это получится музыкально, будет звучать так, как будто что-то отстает друг от друга. Это прям и при настройке аппаратуры слышно, и вот так живую. Давайте поговорим уже конкретно на примерах. Вот смотрите, я, например, выбираю левую ногу. И вот я стучу какой-то ритм, неважно, ровно, неровный. И вот смотрите, и вот в этот удар должны сомкнуться все звезды, да, сойтись все вместе и... То есть я вот его отстукиваю, и получается, что вот здесь зарождается та самая сложность, о которой я вам говорил, что теперь, когда вы, например, не просто сильные доли играете, да, а вот эти вот промежуточные нотки, они как раз-таки заставляют и ногу сбиться, и в то же время каждая эта нотка должна быть сыграна вот с тем настроением темпа, которое присутствует вот в выбранном вашем ударе и в мотиве. Ну, если мы быстрее сыграем, например... Видите, сохраняется. Сбился. Ну, в общем, вы поняли суть. Прикол в том, что вот если я... Вот здесь сейчас будет, смотрите. Видите, нарушается, и потому что сложное место, и каждая последующая нотка, особенно если вы ее будете прослушивать потом, будет заметно, как она начинает отставать, отставать, отставать. То есть вы вроде бы, когда слушаете... Вот здесь это сбился, и нарушился ритм, и нарушился темп, и получается, что каждая последующая нота начала слегка отставать.
от вот заданного удара, то есть этих промежутков в каждом ударе нотка начинает смещаться, например, не по центру. Такой прием есть, я не спорю, и сейчас напишут в комментариях, что такой есть. Я согласен. Может быть, это в живом исполнении, в джазе применяется. Ну, типа как оттяги, не помню как. Кстати, кто-то путал, почему-то синкопой называл это. Но вот именно прочувствовать и совместить это полезно. Это мало то, что мозги настраивать немножечко, да, на музыкальную тематику, так еще и самое важное, что вы уже прослушав запись, начинаете точно осязать, что хорошо. Первые там, например, да, я... То есть даже если вы пропускаете какую-то нотку, важно не остановиться, например, да, а продолжить, как будто ваша задумка, и вступить именно так, чтобы это совпадало по скорости. А проверить и понять это можно только когда вы уже послушаете запись. Вот в этом вся, наверное, соль, фишка и вообще самая главная суть до этого упражнения. Что не просто... И как раз волна ловится, у вас руки начинают двигаться, да, в темп этот. И вот когда играешь, очень часто не слышишь того, что ты уже ушел вообще в сторону. Я сегодня какой-то кусочек ролика пытался записать, и потом сел слушать, и прям почувствовал, как я, например, в середине вообще уехал прям далеко-далеко от заданного вот этого участка. Хотя, когда играешь, кажется, вроде бы все ровно и прикольно. Вот такое прикольное упражнение. Также поделитесь вашим мнением, как оно у вас получается. Если будут смотреть суперпрофессионалы, которые закончили все школы мира, напишите, пожалуйста, как это называется в профессиональной среде. То есть, как у музыкантов такое чувство вот этого ритма называется. Потому что, когда я применял это в настройке аппаратуры, мы называли это скорость нарастания звука. Но не как в компрессорах, в компьютерах настройка, да, вот там атака, релиз, вот эта вот тема. И почему-то атаку считали, то есть вот время, когда ты попадаешь, да, в ритм, почему-то эту атаку считали, точнее, это считали вот атакой, про то, что я сейчас говорю. Но мне кажется, это немножко другое, это как будто тайминги. То есть вы можете выбрать ритм, можете его совмещать, нарушать, но важно, когда вы произносите ноту, попадать именно в конкретный ритмический рисунок и вот в то самое настроение, либо в тот самый темп. Например, если будут баллады, это будут медленные, да, какие-то эти. Если это типа как ламбада, не знаю, там быстро. То есть вы должны вот в эти вот движения ритма попадать точно с этой же, не просто скоростью, но с этим же настроением или с этим же чувством темпа. Вот, наверное, как-то так. Прям очень прикольно. Мне сейчас стало нравиться использовать это вот упражнение. Часто я тренируюсь, так делаю. Например, если возьмем тот самый злополучный мой соляк от Клэпа. Клэп группы Yes. Видите, никак. Вот здесь вот я еще соблюдаю, да, этот ритмический рисунок. Вот здесь я уже нарушил его. Вот здесь нарушено. И вот если сейчас прослушать, то есть вы будете уже слышать запись, и там четко слышно, как прям смещается, как я нарушаю темп, где-то надо было ускориться и быстрее сделать, где-то короче ноту произнести. То есть как раз таки вот этой длительности нот, они задают тот самый темп и ритм. И благодаря этому можно либо четко попасть в ритмический рисунок музыки, либо промахнуться вообще мимо. Я даже не знаю, как это продемонстрировать специально, потому что бывает это прям на расслабоне получается криво, хорошо, прям очень криво, хорошо, но когда хочешь это показать, пытаешься же в ритм попасть,
И вот эту скорость тяжело описать, потому что в аппаратуре это легко настраивалось. Например, ставишь не ту розетку, у тебя этот звук замедляется, и бас, вот создается чувство, что он-то отдельно ритмический, он идет отдельно в, ну, в каком-то темпе. Но когда ты сверяешь, например, с быстрыми тарелками, вот этот расходняк между высокими тарелками, которые там играет, да, а бас, например, какой, ну, такая партия, например, она будет, то есть хэт ударил, а бас как будто бы позади, раз, добивает. И получается такой, знаете, как кривой эффект кривого уха, то есть у тебя так смещается, ты не можешь понять, вот у тебя темп нарушается, и ты не можешь вот прям стучать телом, так вот плясать. Вот как-то так. И вот, наверное, здесь тоже, да, это суть этого упражнения, что вы как раз-таки, если поймаете эту волну и почувствуете, где нажимать струнки, чипать, то как раз-таки войдете в эту самую волну. Наверное, как-то так. Так что пишите комменты, как у вас получилось или нет. Всем спасибо, пока.